Глава 651. Федерация. Через несколько дней закрытая конференция, наконец, объявила результаты всему континенту. 19 империй объединят все нормальные страны на континенте и создадут Организацию Объединенных Наций, которую возглавит Объединенный Совет. Совет будет иметь в общей сложности 19 мест. Каждый император посылал доверенное лицо, чтобы стать членом Совета. Этот Совет будет защищать континент и мир. Когда между странами континента возникает непримиримый спор, Совет может вмешаться пассивно или напрямую, и они смогут провести справедливое судебное разбирательство. Если страны не согласятся с результатами судебного разбирательства, Совет будет иметь право разрешить карательной армии заботиться об этой стране, а государства-члены будут обязаны помогать миротворческим войскам. Этот Объединенный Совет, казалось, был создан для защиты мира и справедливости на континенте, но его главная отправная точка и цель были связаны с недавно созданной Федерацией чудес. Это было потому, что как только Чудо-Федерация проявит какую-либо угрозу, Совет сможет призвать континент к сопротивлению Чудо-Федерации. Чудо-город не только не отверг этого, но и в день объявления Совета они дали Совету 5 военных кораблей, сотни истребителей, 1000 пушек и десятки тысяч источников энергетического оружия. Кроме того, они также строили космические ворота, 4 транспортные башни и передавали Совету 500 транспортных свитков, которые будут храниться в руках глав Альянса. Кроме того, они строили большой дворец в золотом месте в Чудо-городе в качестве главной штаб-квартиры Объединенного Совета, что позволяло им мгновенно реагировать на все, что происходит на континенте. Независимо от того, насколько цивилизованным был мир, то, что управляло им в конце концов, все еще оставалось властью. Без достаточной власти Объединенный Совет существует только на словах, превращаясь в марионетку или бесполезную организацию. Необходима была поддержка большого количества оружия. Они располагали транспортными башнями, космическими воротами, транспортными свитками, коммуникационным оборудованием и виртуальными штабами. Чудо-город, сокрушающий большую сухую империю с помощью 6 империй, уже распространился по всему континенту. Все знали, что он создал таинственный предмет под названием «космические врата», который мог быстро отправить армию в любой уголок континента. Если это ужасающее оборудование было в чьих-то руках, это означало, что они могли атаковать любое место на континенте. Это было очень страшное и угрожающее оружие. Объединенный Совет даже не был официально основан, и Чудо-город дал им большое количество драгоценного оружия, а также построил для них космические врата. Этого уже было достаточно, чтобы дать Объединенному Совету большую власть и юрисдикцию. Конструкции Чудо-компании не могли отсутствовать, но они не могли создать полностью независимый совет только при поддержке Чудо-компании. Для того, чтобы стать членом Объединенного Совета, первым условием было стать высшей империей на континенте. Каждый член Объединенного Совета развернет 100 тысяч элитных войск из своей страны, создав суперармию почти в 2 миллиона человек для Объединенного Совета. Кроме того, каждая империя должна была бы платить взнос за участие каждый год. Чудо-коммерция будет поддерживать совместный альянс в строительстве заводов для различных отраслей промышленности, но до того, как Организация Объединенных Наций станет полностью самодостаточной, дефицит в фонде будет равномерно обеспечиваться каждой империей. Важной частью Объединенного Совета был его нейтралитет. Это была сила, которая должна была быть абсолютно нейтральной. Чтобы гарантировать нейтралитет Совета, на начальных этапах его работы в качестве спикера выступал бессмертный мудрец, живший более 30 тысяч лет. Этот бессмертный мудрец был полон знаний и опыта, но у него не было никакой свободной воли вообще. Он мог сделать только несколько вещей, которые он хотел сделать после того, как он был наведен с помощью техники духовной энергии, так что это гарантировало бы справедливость в Совете. В будущем различные империи могли бы обратиться за помощью к чудо-коммерции, чтобы построить специальный умный мозг для Объединенного Совета. С бесчувственным суперумным мозгом, выступающим в качестве спикера Совета, члены Совета могут быть затронуты эмоциями, но умный мозг этого не сделает. Умный мозг будет использовать свои супераналитические и вычислительные мощности, которые делают его лучше, чем обычные члены Совета. Создание этого Объединенного Совета имело бы несравненно большие последствия для континента. Это была собранная армия, которой командовал Объединенный Совет, прибывший из всех империй, и они были вооружены мощным оборудованием. Они будут отвечать за защиту мира на континенте в будущем. Это был самый большой выигрыш от этой конференции. Все аспекты подготовки были в самом разгаре. Дело о Чудо-Федерации уже нельзя было больше тянуть. Чу Тянь и Мэн Цинву приехали в Большую Сухую Империю, чтобы привести себя в порядок. Большая Сухая Империя уже была приспособлена Мэн Цинву, и теперь более 90% людей уже приняли участие в Чудесной Федерации. Однако, какой бы хорошей ни была Мэн Цинву, всегда найдется кто-то, кто воспротивится этому. Их противниками были люди, потерявшие льготы из-за того, что ими руководили знатные семьи. Эти аристократы не согласились на создание Чудо-Федерации и подстрекали подданных и армии, которыми они управляли, в конце концов сформировав силы сопротивления.
Для этого сопротивления методы Чутеня были очень просты. Он выкупал тех, кого мог, пугал тех, кого не мог, бил тех, кого не мог напугать, и убивал тех, кого не мог заставить подчиниться. Все истребители Чудо-города были развернуты в Большой Сухой Империи, а оружие дальнего космоса было нацелено на Большую Сухую Империю. Если бы там появилась повстанческая армия, то спрятаться от глаз города было бы невозможно. Дальнее космическое оружие Чудо-города и быстрые армии могли уничтожить их молниеносным нападением. Примерно через полмесяца. Все повстанческие силы Большой Сухой Империи прекратили свои действия. Чудо-город не только уничтожил повстанческие силы всего за полмесяца, но и соединил две стороны Большой Сухой Империи. Всего за полмесяца они построили транспортную башню в 36 штатах Большой Сухой Империи, а также покрыли всю империю недавно разработанным небесным сетевым военным кораблем Чудо-города с более сильным сигналом. Всего за несколько дней эта изолированная Большая Сухая Империя, которая никогда не касалась передовых технологий, внезапно испытала удобство, принесенное технологией. Это было только начало. В будущем с появлением транспортных башен космические склады также создадут мощную транспортную систему, и технология Чудо-компании будет прибывать волнами. Граждане империи скоро узнают, насколько выгодно было присоединиться к Федерации чудес. Тенденция была установлена. Оппозиция должна была подчиниться. Чутянь и Мэн Цинву успешно покорили Большую Сухую Империю. Почти в то же время был сформирован Центральный Объединенный Совет континента. Чтобы продемонстрировать легитимность Федерации чудес и поддержать вновь созданный Объединенный Совет, Чутянь использовал свою личность городского лорда Чудо-города, чтобы подать заявку на создание Федерации. Создание Федерации чудес было внутренним решением, поэтому Чутянь сделал это, чтобы дать Федерации чудес юридическое обоснование. Это было потому, что Объединенный Совет был создан из империй, поэтому, если Федерация будет сформирована через Объединенный Совет, Чудо-федерация будет официально принята, и никто не посмеет ничего сказать в будущем. Объединенный Совет нуждался в таком тяжелом предмете, как Чудо-федерация, чтобы укрепить свой авторитет. Если даже такая могущественная сила, как Чудо-город, нуждается в обращении в Объединенный Совет, чтобы сформировать Федерацию, то есть ли какая-то сила, которая осмелится пойти против Объединенного Совета, у обеих сторон были свои потребности. Чутянь подал заявление, и Объединенный Совет принял его. Наконец, после обсуждения с Советом и голосования он был принят. Объединенный Совет спланировал территорию Федерации чудес, которая включала Лесной альянс, Альянс Королевства, Подземный альянс, Альянс Западного моря и Большую Сухую Империю, эти 5 больших областей. Каждая область будет иметь местную власть, которая будет иметь административные права и военную власть, но большая часть военной власти будет контролироваться Чудо-городом. Объединенный Совет и Федерация чудес подписали договор. В этом договоре говорилось, что после создания Федерации чудес они никогда не будут расширяться, вторгаться или изолироваться. Кроме того, они не могли двинуть большую армию, чтобы напасть на другую страну. Все это было объявлено миру через Объединенный альянс, который должен был нотариально заверить и проконтролировать этот контракт. Посредничество Мэн Цинву закончилось полной победой. Империи никак не могли справиться с созданием Федерации чудес. Теперь, когда Чудо-федерация расправила крылья, другие державы не могли сравниться с ней в могуществе. Отныне это будет сила номер 1 на континенте, но Федерация чудес не могла быть создана только потому, что они сказали, что она создается. Это было потому, что, хотя торговля чудесами развивалась в лесу хаоса в течение многих лет, они не полностью распространились по всему лесу хаоса. До объявления о создании Федерации чудес в лесу хаоса было много нейтральных сил. Они даже не позаботились о тривиальном лесе хаоса, и теперь им нужно было соединить 5 больших областей. Это было не то, что можно было сделать за один день. Но это было не самое главное. Самым важным было то, что Федерация чудес вот-вот должна была быть создана, но у них все еще не было официального лидера. Это объяснялось тем, что Федерация чудес отличалась от стран континента. Это была не империя, поэтому титул императора не подходил. Это было связано с тем, что лидер должен был управлять многими областями и бесчисленными государствами, поэтому было уместно называть высшую должность президентом. Должность президента не передавалась по наследству и не назначалась. Для того, чтобы иметь лучшее начало, хотя они знали, что не будет никакого сюрприза с результатами, Чудо-город объявил президентские выборы по всей Федерации чудес. Глава 652. Выборы президента. Вот-вот должны были начаться первые президентские выборы в Федерации чудес. На первых президентских выборах были выбраны кандидаты от Лесного альянса, такие как городской лорд Чутянь, вице-городской лорд Мэн Цинву, Вивиан, министр производства и жена городского лорда Мэн Ин. В нее также входили Ланселот Вечного Леса, повелитель драконов Нитхак, лидер Альянса Королевства Чэнь Биньву и другие. Большая Сухая Империя была побежденной страной,
которая только что присоединилась, поэтому никто не мог участвовать в этих президентских выборах. Президента Федерации чудес можно было выбрать только из этих кандидатов. На самом деле для выборов, подобных этому, не было никакого ожидания вообще, но для того, чтобы установить хорошую традицию, они все еще должны были следовать правилам. Хотя члены Федерации чудес так не думали. Этот вопрос все еще вызывал много споров, и споров не только в Федерации чудес. Ло Юлянь была наследной принцессой номер 1 присоединенного королевства Большой Сухой Империи Небесного Дракона Воюющего Королевства. На самом деле, когда Большая Сухая Империя начала сражаться с Чудо-городом, она обратила внимание на Чудо-город, как и все остальные. С Большой Сухой Империей, теряющей снова и снова, Ло Юлянь наполнилась неописуемым страхом перед Чудо-городом. Она не понимала, почему Большая Сухая Империя потерпела такое сокрушительное поражение, сражаясь с такой маленькой державой. Особенно после того, как она узнала, что Большой Сухой Император был захвачен живым, Ло Юлянь потеряла доверие к Большой Сухой Империи. Мощь Большого Сухого Императора не могла быть оспорена в Большой Сухой Империи, так что после того, как его поймали таким образом, какое лицо у Большой Сухой Империи должно было остаться на континенте, Ло Юлянь начала больше узнавать о Чудо-городе. Она использовала все виды каналов, чтобы получить все виды продуктов из Чудо-города, и от использования продуктов Чудо-города Ло Юлянь узнал больше о нем. Она начала понимать, почему Чудо-город выиграл эту войну. Такого рода сила, наполненная творчеством, стала бы новым будущим континента. Ло Юлянь в будущем стала свидетелем хаоса Большой Сухой Империи. Новость о похищении Большого Сухого Императора была запечатана на верхнем уровне Большой Сухой Империи, но, не зная почему, газета не смогла сдержать огонь, и новость распространилась по всей империи. Некоторые люди говорили, что Большой Сухой Император уже потерял свою культивацию и был замучен весь в Чудо-городе. Некоторые люди говорили, что Большая Сухая Империя потеряла армию численностью более 2 миллионов человек и должна была подчиниться более сотни городов. Ходили также слухи, что лояльные присоединенные страны разорвали свои связи с Большой Сухой Империей, и были империи, планирующие напасть на них, пока не терпели крах. Повсюду летали всевозможные слухи, и было трудно сказать, что было реальным, а что нет, это заставляло всех паниковать. Купцы перестали заниматься бизнесом, люди перестали выращивать травы, появилось много семей, которые были готовы переселиться, и даже административная система полностью замерла. В воюющем королевстве небесных драконов также были некоторые люди, которые предлагали отделиться от Большой Сухой Империи, и Ло Юлянь была твердым сторонником этого предложения. Причина была очень проста. У Большой Сухой Империи не было времени заботиться о присоединенной стране вообще. Воюющее королевство небесных драконов воспользовалось бы этим шансом и отделилось бы от контроля Большой Сухой Империи, обратившись вместо этого к поддержке Чудо-города. Но случилось то, о чем Ло Юлянь никогда бы не подумала. Воюющее королевство небесных драконов избежало контроля Большой Сухой Империи и было готово полагаться на другую силу, когда пришла очень важная новость. Большая Сухая Империя объявила, что они объединятся с Чудо-городом, отныне став страной, находящейся под контролем Чудо-города. Эта перемена была слишком быстрой и слишком шокирующей. Ло Юлянь была очень благодарна, что Большой Сухой Император Большой Сухой Империи не участвовал в президентских выборах. В противном случае, если Большая Сухая Империя выйдет из строя на президентских выборах, воюющее королевство Небесного Дракона, которое предало Большую Сухую Империю, не будет иметь достаточно времени. Выборы в Федерацию чудес были разделены на местные и центральные выборы. Были местные президенты и централизованный президент. Конечно, местный президент был только лидером местного района, и основная власть находилась в руках центрального района, а это означало, что Большая Сухая Империя больше не будет полностью независимой страной отныне. Заставить империю подчиниться до такой степени. И что же сделал Чудо-город? Ло Юлянь была шокирована, но она также чувствовала, что этот результат был очень хорошим. Чудо-город и Большая Сухая Империя могли превратить войну в союз, это неизбежно создало бы гиганта на западном континенте. Для воюющего королевства, подобно воюющему королевству Небесного Дракона, они могли бы остаться независимой страной или стать частью Федерации, больше не заботясь о Большой Сухой Империи. Вот-вот должны были начаться президентские выборы в Федерации. Чудо-город давал список кандидатов в президенты и информацию о них каждому району, рекламируя при этом высокопоставленных членов чудо-компании. Это дало местным районам глубокое понимание чудо-города и чудо-торговли. Когда Ло Юлянь увидела историю Чутеня, прежде чем он пришел, чтобы доминировать на континенте, она просто не могла поверить своим глазам. Как мог существовать в этом мире такой легендарный человек? Она думала, что технология и опыт компании чудес были накоплены за тысячи лет, но теперь казалось, что она полностью ошибалась. Все произошло из ничего, и они заняли меньше 5 лет. Меньше чем через 5 лет, что они могут сделать за 5 лет, культиватор может закрыться, ничего не зная в течение 5 лет. Знаток или могущественный клан мог видеть, как 5 лет пролетают мимо их глаз, не обращая на это никакого внимания.
Чутянь создал чудо коммерции из ничего менее чем за 5 лет, превратив эту маленькую компанию из маленькой страны в большую группу, которая могла бы распространиться по всему континенту. Ло Юлянь была чрезвычайно заинтересована в председателе чудо-компании Чутяне, но когда она узнала о нем больше, то обнаружила, что все в этом человеке, который пылал по всему континенту, было невероятно. Никто не знал, откуда взялась его мудрость, никто не знал, почему его мозг содержал все это, даже история рождения была как тайна. Через 10 дней наконец-то состоялись президентские выборы. Ло Юлянь приехала в район голосования воюющего королевства небесных драконов вместе со своей семьей. Это был всего лишь имперский город Небесного Дракона, но 1,5 миллиона человек пришли принять в нем участие в выборах. Когда Ло Юлянь увидела избирательную зону, она была ошеломлена морем людей перед ней. «Святой Отец, что происходит? Здесь так много людей, как мы можем голосовать?» Король Небесных Драконов выглядел как мужчина средних лет, которому было около 50. Он никогда не думал, что в выборах будет участвовать так много людей. Услышав вопрос кронпринцессы, он указал на небо. Ло Юлянь посмотрела в небо и увидела гигантский воздушный корабль, летящий над небесами имперского города Небесного Дракона. Этот гигантский корабль, который был больше 500 метров, принадлежал чудо-коммерции и имел символ чудо-федерации. Сейчас он медленно опускался над имперским городом. Слишком большой, слишком шокирующе. Как мог этот гигантский металлический корабль, сделанный из железа, летать в небе? Это был первый раз, когда их страна испытывала продукцию чудо-компании, и каждый гражданин был ошеломлен. Этого было трудно избежать. В конце концов, продукты чудо-компании в глазах нормальных людей уже превзошли их воображение. Это может подорвать представление человека о мире. Большое спасибо всем, кто поддержал первые выборы в Федерацию чудес. Этот гигантский корабль — небесный чистый сверхдуховный и информационный корабль. Первые выборы в Федерации чудес пройдут с использованием метода голосования духовной энергией. Каждый избиратель может использовать свою духовную энергию для непосредственного внесения своего голоса. Справедливость каждого голосования будет гарантирована, чтобы заложить демократический и почетный краеугольный камень для чудо-федерации в будущем. Все услышали голос, исходящий от военного корабля чудо-города, и у всех были ошеломленные выражения недоверия. Голосовать духовной энергией. Об этом действительно никто из них никогда раньше не слышал. Духовная энергия каждого человека уникальна, и вероятность того, что духовная энергия будет одинаковой, не превышает одного шанса из 20 миллионов. Поэтому было невозможно обмануть, невозможно, чтобы уникальный голос духовной энергии был ложным. На этот раз Федерация чудес провела открытые выборы, и было ясно, кто отдал кому голос духовной энергии. Кроме того, во время выборов духовной энергии чуда город мог использовать духовную энергию, чтобы сказать, были ли голоса справедливыми, потому что духовная энергия была непосредственно связана с умом. Если бы кого-то вынудили или выкупили, голос духовной энергии был бы исключен. Это означало, что нельзя полагаться на силу, чтобы выиграть президентские выборы в Федерации чудес. Это была истинная демократия, это было действительно прогрессивно. Президентские выборы в Федерации чудес будут проводиться каждые 10 лет, и, конечно, президент может быть переизбран много раз, но это означает, что каждый президент будет определяться своими действиями. Жестокий правитель, который убивает своих подданных, никогда не завоюет сердце своего народа, поэтому он будет низвергнут с трона своими подданными. Точно так же, пока выдающийся человек действовал морально, он мог шаг за шагом подниматься от фундамента и, наконец, участвовать в местных президентских выборах. В будущем они могли бы даже участвовать в центральных президентских выборах. У каждого человека были бесконечные возможности, все зависело от того, насколько выдающимися они были. От местного президента к центральному президенту. Такая прозрачная и открытая политическая система была уникальной на континенте. Но это давало людям бесконечное стремление и мотивацию. Отныне чиновники не будут дворянами, и, если они не будут достаточно хороши, их также можно будет снять с занимаемых должностей. Такого рода конкуренция и надзор помогли бы сохранить стабильность Федерации чудес, а также дали бы этим интегрированным странам надежду. В Большой Сухой Империи было много людей, недовольных чудо-городом, но с такой политической системой это давало многим из них надежду и возможности. Большой Сухой Император также может принять участие в президентских выборах еще через 10 лет. С огромным преимуществом Большой Сухой Империи в численности населения, Большой Сухой Император, безусловно, был бы мощным кандидатом. Разве Большая Сухая Империя не сможет в то время управлять Федерацией чудес? Это звучало как фантазия, но на самом деле это было возможно. Это доказывало, насколько справедлива и законна Федерация чудес. Глава 653. Президент Чутянь. Президентские выборы в Федерации чудес официально начались, проходя более чем в 200 областях. Там было более 10 специальных военных кораблей, и они отвечали за более чем 20 областей каждой.
Они останутся в районе, принимающем голоса в течение дня, так что это займет в общей сложности 20 дней. Бюллетени будут отправлены в Чудо-город, и результаты будут объявлены всему континенту. Хотя все знали, что в этих выборах не было никакой неопределенности, все по-прежнему с радостью обращали на это внимание. Различные страны даже открыли и горные дома, чтобы делать ставки на ранги кандидатов и итоги голосования. Прошло 5 дней. В первой волне голосования наметилась четкая тенденция. Только Чутянь набрал 70% голосов, а Мэн Цинву 20% оставшихся голосов. Остальные 10% принадлежали другим кандидатам. Прошло 10 дней. Вторая волна голосов в основном обеспечила финал. Чутянь получил в общей сложности 65% голосов, Мэн Цинву следовала за ним с 26%. В сумме они набрали 91% голосов избирателей. Это означало, что все остальные кандидаты, сложенные вместе, не составляли даже одной цифры, так что эти люди уже могли быть исключены. После того, как граждане Федерации чудес поняли чудо-город и чудо-торговлю, хотя позиция Чутяня была нерушимой, было также много людей, которые поддерживали Мэн Цинву. Сторонники Чутяня были из среднего и низшего класса, потому что эти люди не слишком глубоко понимали чудо-город и чудо-торговлю. Поэтому их больше привлекала личная история Чутяня, развивая культ, подобный поклонению Чутяню. Основные сторонники Мэн Цинву в основном принадлежали к высшему классу. Они знали, что чудо-город и чудо-торговля на самом деле контролировались Мэн Цинву. Эта вице-городской лорд была очень умна и заставляла всех восхищаться ею, поэтому Мэн Цинву имела достойный уровень поддержки. Ну, конечно же. Будь то Мэн Цинву или Чутянь в качестве президента, смысл был один и тот же. Влияние Чутяня на континенте намного превосходило влияние Мэн Цинву в сердце императоров. Поскольку Мэн Цинву была очень проницательна, если она не была привязана к кому-то вроде Чутяня, самое большее, чего она могла добиться, это быть совершенным человеком в городе или стране. Она определенно не стала бы всемирно известной, как сейчас. Чутянь был поистине вдохновляющим человеком. Должность первого президента Федерации чудес принадлежала Чутяню. Что касается того, останется ли Чутянь президентом или нет, или если Мэн Цинву, другие высокопоставленные члены чудо-коммерции, или даже если кто-то из Большой Сухой империи или другой области захватит власть, все это не имело значения. Это было потому, что хотя Федерация чудес и была страной, ее ядром все еще была торговля чудес. До тех пор, пока группа Чутяня твердо держалась за чудо-коммерцию, не имело значения, кто был президентом Федерации. Это было не более чем нанять генерального директора для управления страной, реальная линия жизни этой страны всегда будет находиться в руках чудо-коммерции. Конечно, с группой чудо-компания здесь было бы трудно даже Большому Сухому императору Большой Сухой империи стать президентом. Люди Большой Сухой империи составляли треть чудесной федерации, но за пределами Большой Сухой империи у Большого Сухого императора почти не было поддержки. Кроме того, в Большой Сухой империи было довольно много людей, которые поклонялись чудесной торговле, и их число росло. После перемены, произошедшей на 15-й день, необходимость в выборах отпала. Явка избирателей уже превысила 75%, но только у Чутяня было более 50% голосов. Даже если остальные люди проголосуют за Мэн Цинву, они ничего не смогут изменить. Чудо-город немедленно сделал объявление. Первым президентом Федерации чудес был назначен Чутянь, а вице-президентом — Мэн Цинву. Этот результат не мог быть изменен с самого начала голосования, но это объявление все еще вызывало большое количество аплодисментов и волнений. Поздравляю, президент! Мэн Ин, Наньгун Юнь, Вивиан и другие подбежали поздравить Чутяня. Наньгун Юнь даже обняла Мэн Ин и сказала: «Как жена президента, разве вы не должны угостить нас хорошей едой? Наша просьба невысока, достаточно просто королевского пира в Королевском дворце чуда». Мэн Ин полностью привыкла к своему статусу, через несколько дней она совсем не выглядела смущенной. «Хорошо. Не просто упомяни королевский пир, я устрою президентский пир, который будет даже лучше королевского пира». Президентский пир? Глаза Вивиан загорелись. Я тоже этого хочу. Президентские выборы были очень важным делом, но девушки заботились только о еде, как будто их вообще не интересовали более важные вопросы. Мэн Цинву пришла сказать всем: президент был избран, и мы представили уведомление Объединенному Совету континента, так что теперь речь идет об инаугурационной речи президента. Ин, ты первая леди, так что ты тоже должна произнести речь. Кроме того, Наньгун и Вивиан, вы старшие члены Федерации, так что вы все должны присутствовать. Это так хлопотно. Мы не такие, как раньше, весь континент наблюдает за нами, так что нам приходится делать кое-какие официальные вещи. Этого нельзя избежать. Мэн Цинву беспомощно пожала плечами, но есть и хорошие новости, наш президентский дворец уже построен. Я думаю, что мы можем официально начать использовать его сегодня. Вы хотите взглянуть?
Президентский дворец. Это здорово. Я хочу посмотреть. Форт городского лорда Чудо-города был местом, где городской лорд делал свои дела. Теперь, когда группа Чутеня уже сформировала Федерацию чудес, которая доминировала на континенте, и, естественно, пришло время для них переехать на новое место. Все пришли в транспортную башню, и после того, как транспортная башня загорелась, их отправили в главный зал президентского дворца. Этот главный зал, казалось, был полностью запечатан, будучи примерно такого же размера, как маленький квадрат. Он был сделан из кристаллов, выращенных на Луне, поэтому выглядел очень элегантно и благородно. Все императоры были приглашены. Императрица ветряной Луны огляделась вокруг. Это новейший президентский дворец Чудо-города. Я думаю, что для него нормально находится на том же уровне, что и императорский дворец. Другие императоры тоже кивнули. Все думали, что недавно построенный президентский дворец Чудо-компании будет роскошным. Материал, казалось, был высокого качества, но пространство было недостаточно большим, оно не могло сравниться с чудесным королевским дворцом. Ребята, не говорите этого слишком рано. Чутянь мягко щелкнул: включи режим внешнего обзора. Суперумный мозг получил приказ Чутеня, и пол под ними загорелся. Они увидели, как он быстро стал прозрачной, и увиденная сцена потрясла их. Весь пол превратился в гигантскую карту, но все с удивлением обнаружили, что это вовсе не карта, а настоящий живописный вид. Перед ними возник континент. Горы, озера, каньоны, море и леса — все это прекрасно вырисовывалось перед ними. Теперь все понимали, что такое президентский дворец чудо-коммерции, на самом деле это была гигантская плавучая крепость. Чутянь улыбнулся всеобщему шоку и сказал: президентский дворец Федерации чудес — это плавучая крепость Чудо-города, которую планировали построить давным-давно. Эта крепость в настоящее время завершена только на 10%, но она имеет богатое оружие, движение и оборонительные системы. Она может оставаться в слое астрального ветра и может использовать ракетный двигатель, чтобы покинуть слой астрального ветра, войдя в космическое пространство. Все были шокированы. Как они сделали такую крепость, Чутянь продолжал объяснять. Этот президентский дворец обладает самой передовой технологией на континенте. Он включает в себя транспорт, оружие, энергию и коммуникационные технологии, поэтому он может быть командным центром, который остается в небе навсегда. В будущем президент может командовать всей Федерацией из этой крепости. Это было просто слишком шокирующе. Ядро Федерации находилось в космосе. Он мог войти в слой астрального ветра и даже выйти в открытый космос. Даже самая сильная армия континента не смогла бы разрушить эту крепость. В конце концов, даже гигантские драконы не могли противостоять слою астрального ветра, поэтому они были далеко позади с точки зрения воздушной силы. В это время постоянно прибывали люди, среди которых были не только гости из других стран, но и местные президенты и Большой Сухой Император. Когда Большой Сухой Император увидел президентский дворец Федерации чудес, он понял, почему проиграл. Но это было прекрасно. Хотя он проиграл, он не потеряет всего. Федерация чудес постепенно становилась сильнее, а Большой Сухой Император все еще считался молодым. Для человека с его культурой он мог бы прожить еще 500-600 лет. За эти 500-600 лет Большой Сухой Император мог, по крайней мере, стать местным президентом в регионе Большой Сухой Империи. Хотя президентская должность Федерации чудес не передавалась по наследству, другие семьи не могли сравниться с королевской семьей Большой Сухой Империи, поэтому их наследники все еще могли быть выбраны в качестве местного президента региона Большой Сухой Империи. Поскольку существовала конкуренция, королевская семья Большой Сухой Империи в конце концов восстановится. Большой Сухой Император уже оставил свои жалобы, и теперь у него были цели на будущее. В ближайшие несколько сотен лет он изменит себя и станет хорошим президентом. Он будет хорошо управлять Большой Сухой Империей, чтобы получить поддержку граждан и вызов для президентского дворца в будущем. Большой Сухой Император уже видел это, Чутянь совсем не был заинтересован в том, чтобы быть президентом. Позволить ему сделать это несколько раз было прекрасно, но если бы он остался президентом, Чутянь определенно вызвал бы проблемы с его личностью. После того, как Чутянь ушел в отставку, Мэн Цинву могла сделать это несколько раз, но люди чудо-компании не заботились о должности президента. Пока они твердо контролировали торговлю чудесами, все было в порядке. До тех пор, пока эти двое не откажутся от предвыборной кампании в президенты. Разве у Большого Сухого Императора не будет шанса занять самую высокую позицию на континенте? Большой Сухой Император и раньше терял свою цель, поэтому он стал слепо высокомерен. Теперь, когда он мог подняться выше, к нему вернулось честолюбие и напористость. В худшем случае он мог просто ждать 200-300 лет. Прямая трансляция была подготовлена. Речь президента Федерации чудес, его превосходительства Чутеня, будет разослана по всем уголкам континента. Далее мы приглашаем президента выступить. Люди на каждом углу континента были приклеены к своим экранам.
Первое изображение, которое появилось, был президентский дворец. Это был тщательный снимок, сделанный с истребителя. Чудо-коммерция планировала уже несколько месяцев и вовремя закончила строительство президентского дворца. Несмотря на то, что он не казался завершенным, поскольку многие регионы все еще строились, уже можно было увидеть общий образ президентского дворца. Низкий и глубокий голос начал рассказывать. Президентский альянс Федерации чудес был крепостью, построенной из лучших технологий чудесной коммерции. У него был текущий масштаб из 10 военных кораблей, расположенных вместе. Этот плавучий город, превратившийся в президентский дворец, в настоящее время летел над чудо-городом. Его приказы будут поступать в Федерацию чудес, становясь мозгом Федерации чудес в небе. Чу Тянь и Мэн Цинву официально заняли свои посты. После своей инаугурационной речи эти двое объявили о текущей ситуации в Федерации чудес. В Федерации чудес насчитывалось более 160 малых и средних стран, а несколько тысяч городов были разделены на 8 регионов. В каждом регионе будут проводиться выборы местных президентов. Короли Федерации могли стать кандидатами на выборах в своем регионе, и рождение местных президентов шло полным ходом. В конце концов, президентом региона Леса Хаоса был эльфийский король Ланселот, президентом региона Большой Сухой Империи был Большой Сухой Император, президентом региона Северной страны была Великая Королева Джоу Чэнь Биньву, президентом региона Южной страны был Повелитель драконов Нитхак, президентом региона Западного моря была Цзиньло. А что касается региона Восточной страны, подземного региона и космического региона, то у них была Ярость Грома, Лопнувший коготь и другие президенты. Эти местные президенты пришли в президентский дворец, и каждый представлял свой регион, чтобы выступить перед народом континента. Мэн Цинву также объявила, что административная система будет разделена на низкие и высокие уровни. Она распространится от городов, штатов, стран, регионов до всей Федерации. Должности от низших до высших занимали городской лорд, губернатор, король, президент региона и президент. Начиная с ранга губернатора и выше, это будет решаться с выборов, чтобы обеспечить справедливость всей страны. Это означало, что от президента до скромного губернатора страны все они будут избраны людьми с духовной энергией выборов. Такого рода система была неслыханной на континенте. Чудо-федерация была не просто уникальным государством на континенте, это была самая открытая демократическая область континента. Такой образ мыслей внушал уважение императорам континента, и они тоже расслаблялись. Поскольку должности передавались по наследству через семьи, а президент избирался гражданами, это означало, что у Федерации чудес и Чутеня не было амбиций поглотить континент. По крайней мере, их амбиции были не так уж велики. Конечно, для такого гиганта, как Федерация чудес, она не могла быть создана всего за несколько коротких месяцев. Различные страны и державы должны были объединиться. После окончания выступления в президентском дворце все стали еще больше работать. Внезапно по чудо-городу и лесу хаоса прошла сильная дрожь. Хотя он и не был сильным, зона покрытия была широкой, а продолжительность большой. Это заставляло каждого глубоко чувствовать некую энергию, идущую из-под земли. Глава 654. Кризис бездны. Что происходит? Чутянь был на мероприятии, но, услышав, что что-то случилось, поспешил вернуться. Мэн Цинву дала Чутяню несколько изображений и данных с серьезным выражением лица. Мы еще не знаем подробностей, но мы получили информацию из мира чистилища. В мире чистилища произошла катастрофа, в результате которой погибло более 10 миллионов человек. Наши мины, установленные вместе с другими империями, также были уничтожены. Эта подземная ситуация кажется очень серьезной. Что? 10 миллионов форм жизни в чистилище мертвы. Когда другие члены коммерции услышали это, они были ошеломлены. Что это за понятие 10 миллионов человек? Мир чистилища находился так далеко от поверхности, но даже поверхностный мир ощущал вибрации, исходящие от мира чистилища. Одному Богу известно, что сейчас произошло там. Мир чистилища был присоединен к чудо-городу и представлял собой большой регион Союза чудес, президентом которого был Мэй Цзи. Теперь, когда в мире чистилища произошло большое событие, пострадала не только Федерация чудес. Это было потому, что чудо-город уже представил мир чистилища другим странам на первом саммите чудес, и теперь они уже открыли там шахты. Теперь с катастрофой в мире чистилища, кроме потерь чудо-компании и местных жителей мира чистилища, было несколько других стран, особенно 6 империй, союзных с чудо-городом, которые все понесли тяжелые потери от этого. Чутянь, что здесь происходит? Я получил срочное сообщение, что в чистилище произошел взрыв. А что здесь происходит, если чистилище вредит нашему бизнесу? Материалы, добываемые там, являются для нас очень важным стратегическим ресурсом. Они нужны нам при создании чудо-шлемов. Это серьезно повлияет на нашу скорость вывода. Как и ожидалось.
Когда в чистилище случилась трагедия, устройство связи Чутеня продолжало звонить без остановки. Все императоры требовали объяснений. Этот мир чистилища заставил их понести большие потери, и эти люди хотели найти Чутеня для объяснения. Кто позволил миру чистилища быть развитой территорией Чутеня? Так как это была территория Чутеня, они могли только спросить его. Чутянь сказал всем: «Я также не знаю подробностей прямо сейчас, но президент мира чистилища пошел, чтобы исследовать положение». В докладе говорится, что произошла перемена с руинами ворот дьявола в мире чистилища, которая вызвала этот взрыв. Пылающий небесный император сказал с разъяренным взглядом: «Что случилось? Как он мог просто случайно взорваться? Нам было трудно построить эту шахту в мире чистилища. Президент Чутянь, я знаю, что вы были очень заняты в последнее время, но вы должны должным образом расследовать это дело. Вы должны увидеть, было ли это вызвано кем-то или это естественный взрыв». Все остальные выразили свое согласие. Теперь это дело может быть самым важным делом. Чутянь уже догадывался о причине, но не осмеливался делать какие-либо выводы по этому вопросу, поэтому он сказал всем: «Боюсь, я должен пригласить всех в путешествие в мир чистилища вместе со мной». Другого выхода не было. Они должны были спуститься в мир чистилища. К счастью, у 6 императоров были транспортные башни в своих дворцах. Поэтому, хотя это было путешествие в мир чистилища, оно ничем не отличалось от посещения их задних садов. Чутянь пригласил всех в транспортную башню города тьмы, и через 5 минут Чутянь и 6 императоров прибыли в транспортную башню города тьмы. Эти люди снова эмоционально вздохнули при виде технологии чудо-города. Без этой транспортной башни, если бы они хотели попасть в мир чистилища, им пришлось бы потратить много усилий. Когда они только прибыли в мир чистилища, обнаружили, что он отличается от того, что было раньше. Пламя, горевшее над их головами, приобрело демонический зеленый цвет, и это сделало мир чистилища еще более тусклым. Кроме этого, была еще и зловещая аура, которая наполняла воздух мира чистилища. Великий старейшина драконов сказал глубоким голосом: «Какая мощная злая энергия!» Императрица ветряной луны кивнула в знак согласия. Так не было здесь раньше, кажется, что-то действительно большое произошло. Подошел суккуб, это была Мэйцзи, которая отвечала за мир чистилища от чудо-города. Мы уже исследовали это. Авария была вызвана крупномасштабным энергетическим взрывом из ворот дьявола. Вся жизнь в 1000 миль вокруг ворот дьявола была уничтожена, но мы до сих пор не выяснили причину этого. Я понял. Ты можешь уйти первой. Чутянь догадался, что это врата дьявола, и, не говоря больше ни слова, его глаза побелели. Мощная пространственная энергия вырвалась наружу и окружила окружающих 6 императоров, заставив всех телепортироваться за пределы области врат дьявола. Сила президента Чутеня снова значительно возросла. Верно, верно, на континенте мало людей, которые могут сравниться с этой пространственной техникой. Сказал Чутянь, нахмурив брови: «Сейчас не время беспокоиться об этом, посмотри перед собой». Все смотрели вперед и были ошеломлены. Это было просто черное поле. Земля, казалось, была кристаллизована, и от вершины города Земли все это превратилось в черные кристаллы. Эти кристаллы были похожи на лед, выпускающий холодный воздух, а они продолжали выпускать черный пар, давая людям очень странное чувство. Король преисподней сказал глубоким голосом: «Сила, которая может кристаллизовать все на 1000 миль, уже превосходит наш предел. Точнее говоря, она превосходит пределы этого мира. Это дело определенно непростое. Пространственный глаз». Чутянь использовал особую технику, его глаза могли видеть любой угол в пространстве. Он мог видеть руины ворот дьявола, издалека выпускающие свет, и ворота дьявола по всему миру чистилища были в такой же ситуации. Из них поднималась черная энергия, которая, наконец, упала в центр, где был закручен гигантский вихрь. Верно, это врата бездны. Чутянь замолчал и вздохнул. Если бы врата дьявола в мире чистилища снова заработали, например, если бы на них был несравненно гигантский массив, и они всасывали достаточно энергии из бездны, туннель в другой план открылся бы, и внешние формы жизни смогли бы прорваться через него. Время и пространство искривлялись. Из водоворота искривленных теней продолжала просачиваться какая-то злая сила. Да, причина была в этом. Чутянь посмотрел на массивную решетку на воротах дьявола и почувствовал, что ситуация очень плохая. Это было потому, что чувство, исходящее от глаза массива, было аурой злой бездны. С присутствием такого рода ауры существовала только одна проблема — врата бездны должны были скоро открыться. Император диких зверей не мог понять. «Что ты говоришь? Что здесь происходит?» «Ты хочешь сказать, у короля преисподней была глубокая база знаний». Его тело слегка дрожало, это было очень человеческое действие. Эта энергия идет через центр, чтобы создать плоский проход? Чутянь кивнул. Эта мысль правильна.
Ты хочешь сказать, что через эту дверь мы можем попасть в другие миры? Глаза пылающего небесного императора выпучились. Эта мысль была слишком оптимистичной. Чутянь вспомнил историю континента и вспомнил, что, когда открылись врата бездны, люди уже 7-8 тысяч лет разрабатывали технологию получения энергии из источника. У них были десятки тысяч боевых кораблей и различное оружие, в тысячи раз более совершенное. Он торопился открыть врата бездны, но ему не следовало так торопиться. Это была явно ненормальная ситуация. Может быть, когда он в прошлый раз разрушил фундамент руин врат дьявола, это заставило бездну прийти на континент заранее. Чутянь очень ясно представлял себе, насколько ужасен мир бездны. Если бы континент попытался исследовать бездну в их нынешнем состоянии, они были бы уничтожены в одно мгновение. Чутяню понадобилось по меньшей мере 20 лет, чтобы развиться, прежде чем он обрел уверенность в себе, чтобы сражаться с бездной. Если бы врата бездны были открыты заранее, континент встретил бы свою гибель. Ситуация еще серьезнее, чем мы предполагали. Чутянь посмотрел на 6 императоров вокруг него и сказал: «Мы ничего не можем сделать только с 6 из нас. Нам нужно собрать всех за 6-м небесным дымным слоем и прийти сюда вместе». Все. Вот именно, все до единого. Чем больше, тем лучше. Единственным счастьем Чутяня было обнаружить это вовремя. Если бы они подождали еще несколько дней и врата бездны открыли щель, результат был бы совершенно другим. Цивилизация и страны этого континента не казались слабыми, но если они упадут в пропасть, то не смогут продержаться и нескольких лет. Эти люди не знали, как страшно было открыть этот плоский проход. Кто из этих императоров не был гением среди гениев? Но почему все культивирование застопорилось на пике 9-го небесного доменного слоя, и они не могли прорваться? Это было потому, что существовали законы, ограничивающие самые сильные силы. Иначе, как только кто-то прорвется через царство небесных владений, как может быть мир в этом мире? Любой человек мог использовать эту невероятную силу. Чутянь знал ценность этого плоского перехода, но последствия перевешивали ценность. Если сейчас они откроют проход, то это будет все равно, что идти по тропе смерти. Чутянь не хотел, чтобы фундамент, который он так усердно строил, был разрушен за одну ночь. Глава 655. Плоские ворота. Влияние Чутяня на континенте было беспрецедентным прямо сейчас, поэтому, как только Чутянь послал свое сообщение, все страны должны были придать ему значение. Все 19 императоров пришли в город тьмы, и кроме этих 19 императоров было также 120 экспертов пика над 6-м небесным дымным слоем. Большинство этих людей впервые попали в мир чистилища, поэтому они были потрясены увиденным. Они были особенно потрясены, когда почувствовали злую ауру, заполнившую воздух. Эта темная энергия была достаточно мощной, чтобы кристаллизовать пространство в 1000 миль. Это была катастрофа, с которой ничто на нынешнем континенте не могло сравниться. Эта проблема очень серьезна. Это не то, что можно решить поодиночке. Запомните, это дело не маленькое, оно связано с жизнью и смертью всего континента. Так что на этот раз нам придется работать вместе. Чутянь говорил со всеми как президент Федерации чудес, но все были сбиты с толку одним вопросом. Император не мог не спросить: что здесь происходит? Вы можете это объяснить? Чутянь непосредственно использовал умный мозг города тьмы, чтобы позволить ему спроецировать изображения, полученные из беспилотного дрона. Всем было ясно видно, что местность, обследованная беспилотником, представляла собой большой кусок черного кристалла, из которого торчало множество пик. Там был темный вулкан, который извергал темную, как чернила, энергетическую жидкость, и эта энергия тянулась к центру этой области. Эти люди не были нормальными людьми. Каждый мог видеть, что эти вулканы, извергающие темную жидкость, непрерывно сжимали энергию в одну точку, создавая пространственные и временные колебания в этой области. Над миром чистилища парил неслыханный сверхгигантский массив, и этот феномен не мог быть создан человеком. Простое объяснение заключается в том, что наш мир открывается. Чутянь указал на изображение и сказал: эти вулканы, извергающие темную энергию, на самом деле являются руинами дьявольских врат чистилища. Так называемые руины врат дьявола можно представить плоскими отверстиями, и большинство из которых плотно запечатаны. В определенных ситуациях эти плоские отверстия могут быть использованы снова. Дыру, открытую снаружи, очень трудно сделать, но относительно легко создать ее изнутри. Нынешняя ситуация такова, что существа из другого мира обнаружили наше существование и существование этих дыр, поэтому они используют врата дьявола для высвобождения энергии из мира чистилища. Наконец, эта энергия собирается в этом мире и постепенно образует плоские врата. Все это слышали впервые. Кто-то спросил, что произойдет, если открыть эти плоские врата? Чутянь ответил: у каждого мира есть свои врата во внешний мир, и как только мир открыт, человек может непосредственно войти в него.
Но когда мир открыт, в нем есть два значения. Один колонизирует мир, а другой становится колонией. Если бы наш континент смог стать достаточно сильным и взял на себя инициативу открыть двери в другие планы, то смог бы колонизировать другие миры. Но проблема сейчас в том, что континент еще недостаточно развит, чтобы открыть другие планы, поэтому, как только наш мир будет открыт, мы будем колонизированы. Когда это было сказано, ни у кого не изменилось выражение лица. Чу Тянь продолжил. Все, не думайте, что я просто говорю вещи, чтобы напугать людей. Когда планы запечатаны, существует верхний предел прочности, точно так же, как невозможно, чтобы на континенте был эксперт выше Небесного Царства. Как только план будет открыт, духовная энергия из внешнего мира хлынет вовнутрь, и верхний предел могущества континента будет нарушен. Но мир бездны — это плоскость, которая не имеет верхнего предела уже десятки тысяч лет, поэтому эксперты нашего мира в их глазах не более чем нормальные люди. Но нормальный путь развития континента займет, по крайней мере, 10 тысяч лет, прежде чем они будут квалифицированы, чтобы открыть свой план, потому что технология достигла бы своего пика в 10 тысяч лет. Континент подготовил миллионы военных кораблей, поэтому, как только они откроют этот план, то быстро начнут вторгаться в другие поля битвы бездны. В каком положении находится нынешний континент? На континенте было меньше сотни военных кораблей. Эти военные корабли были самыми базовыми военными кораблями уровня, сделанными чудо-коммерцией. Низкоуровневые военные корабли континента полностью отличались от боевых кораблей других плоскостей. Можно сказать, что 100 низкоуровневых военных кораблей с континента не могли даже сравниться с одним низкоуровневым военным кораблем другого плана. С нынешним уровнем континента он вообще не мог сражаться на поле битвы бездны. Если бы они сейчас отправились в мир бездны, то были бы полностью уничтожены. Лучшим результатом было бы превращение захватчиков в рабов. Чу Тянь уже все ясно объяснил, и выражение лиц у всех начало меняться. Были некоторые люди с удивленными взглядами, которые кричали: «Вы хотите сказать, что взрыв мира чистилища — это что-то в мире бездны, делающее свой ход?» Вот именно. Это похоже на то, как если бы кто-то нашел кокосовую пальму, то, что они делают с нашим миром прямо сейчас, это попытка сломать кокосовый орех, чтобы добраться до сладкого кокосового молока. Так что, если мы не предпримем никаких действий, и как только они появятся, наш мир окажется в опасности. Хотя каждый мог догадаться, что это очень серьезно, они никогда не думали, что это может быть настолько серьезно. Этот вид ужасающего энергетического взрыва должен был стать беспрецедентным сокровищем, но теперь Чу Тянь говорил всем, что это не стихийное бедствие, а скорее рукотворное. Последствия этой рукотворной катастрофы были в 1000 раз хуже, чем стихийное бедствие. Старейшина драконов прямо спросил: «Просто скажи нам прямо, как мы можем остановить это?» Чу Тянь ответил: «Я готов отключить энергию планарных врат и добавить еще один блок, чтобы запечатать этот план. Это дело не так просто выполнить, потому что посторонний, скорее всего, использовал туннель, чтобы тайно отправить войска в этот пролет. Пока все работают вместе, есть надежда на достижение этой цели». Хриплым голосом спросил король преисподней: «Каковы конкретные планы операции?» «Вот почему я пригласил вас всех сюда. Вы все специалисты с самыми высокими культивациями на континенте, и пока мы все работаем вместе, мы определенно можем позаботиться об этой катастрофе». Чу Тянь встал и указал на карту. «Нам нужно не только остановить эти дьявольские врата от тайной транспортировки энергии, но и запечатать планарные врата в мир бездны. Все здесь будут разделены на 4 группы, которые приблизятся к воротам дьявола с 4 сторон, и мы разместим флаги массива, которые я сделал вокруг энергетических вулканов ворот дьявола, чтобы остановить взрыв энергии. Пока поток энергии останавливается, плоские врата бездны также перестанут открываться. Мы используем космические врата чудо-города, чтобы послать армию и позаботиться о демонах, в то время как императоры придут со мной в центр планарных врат, чтобы запечатать их». Чу Тянь обсудил со всеми детали своего плана. Все кивнули друг другу. Дело это было немаленькое, в конце концов, оно было связано с жизнью и смертью континента. Это была защита яиц гнезда, так что даже если у них были противоречия друг с другом, они все равно должны были объединиться, чтобы противостоять могущественным захватчикам в это время. После того, как Чу Тянь закончил инструктаж, он начал мобилизовывать ресурсы чудо-компании. Остальные не сидели сложа руки, все звонили экспертам своих стран, и даже эксперты Мэнди, живущие в уединении, были затронуты этим вопросом. Через 7 дней были собраны более 200 экспертов 6-го небесного доменного слоя и выше. Темный город мира Чистилища в основном собрал самую мощную боевую силу континента. «Чу Тянь, тут что-то странное. Будет лучше, если ты посмотришь». Чу Тянь был вызван во временный командный центр города тьмы Мэн Цинву. Он увидел, что все присутствующие были мрачны и серьезны, наблюдая за изображением на экране. Это было захваченное изображение около плоских врат бездны с беспилотного дрона чудо-компании. Они видели, как быстро формируются плоские врата бездны. Они увидели группы странных существ, выходящих из плоских врат бездны и быстро достигающих тысяч.
Раздался резкий крик. Там был дракон, как существо, которое схватило беспилотный дрон чудо-города, и, наконец, с большим звуком, переданное изображение беспилотного дрона отключилось. Юнис сказала Чутяню с мрачным лицом: «Что думает президент?» «Открытие врат бездны происходит быстрее, чем мы предполагали. Это авангард сил, вторгающихся в наш план», — сказал Чутянь, нахмурив брови. «Но все не должны волноваться, потому что этот плоский проход открыт не полностью. Те, что сейчас могут пройти через проход, не очень сильны, и невозможно, чтобы что-то прошло через царство небесных владений, так что мы все еще можем иметь с ними дело. Но они будут медленно накапливаться, и осуществить наш план будет гораздо труднее. Да, мы должны найти способ позаботиться о вратах как можно скорее». Все уже не могли усидеть на месте. Хотя авангард из бездны не был силен, этого было достаточно, чтобы понять, что это захватчики с планом. Эти ребята определенно придумают, как справиться с городом тьмы после того, как войдут сюда. Пока они подождут еще несколько дней, врата соединятся с бездной, и страшные создания бездны смогут вторгнуться в этот мир. Все могут расслабиться, мы уже готовы. Давайте приступим к плану прямо сейчас. Чутянь уже подготовила их снаряжение, и элитные войска различных стран были собраны у космических ворот чудо-города. Для этой битвы, на которую они были собраны, никто не осмеливался быть небрежным, потому что, как только они будут побеждены этими существами, их так называемые империи и все, чем они владели, будут полностью сметены. Чутянь оглядел всех присутствующих и начал распределять задачи. У нас есть в общей сложности 260 экспертов на уровне домена 6-го неба и выше, так что теперь мы разделимся на 4 команды. Вы будете готовиться к появлению на 4 сторонах энергетического вулкана, чтобы использовать массив, который я подготовил, и помните, что вы должны запечатать его одновременно. До тех пор, пока энергетический вулкан успешно запечатан, планарные врата бездны перестанут расти, но они не исчезнут из-за этого. Некоторые из нас будут ответственны за то, чтобы убить наш путь внутрь и запечатать его, полностью остановив вторжение бездны. Хорошо. Давай сделаем это.